Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сегодня приготовим грибной суп-пюре. Если вам надоели уже обычные супы, то обязательно приготовьте такой легкий и ароматный грибной суп. Готовится он очень просто и быстро. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала подготовим ингредиенты. Одну луковицу нарезаем кубиками. Одну морковь сначала разрезаем вдоль на 4 части, а затем нарезаем четверть кружочками. 400 грамм уже очищенного картофеля нарезаем небольшими кусочками. На разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла кладем нарезанный лук. Пассируем лук до золотистости. К подзолотившемуся луку добавляем подготовленную морковь. Пассируем еще несколько минут до мягкости морковки. Приготовленную пассировку перекладываем в 4-литровую кастрюлю, в которой будем варить суп. Сюда же кладем нарезанный картофель. Все заливаем 1,5 литрами воды или бульона. Все ставим на огонь и варим после закипания на маленьком огне около 20 минут до готовности овощей. Пока варятся овощи, подготовим грибы. 300 грамм помытых шампиньонов нарезаем небольшими кубиками. Нарезанные грибы кладем на сухую раскаленную сковороду. Жарим грибы на самом большом огне до испарения всей жидкости. Овощи уже сварились, снимаем их с огня и пюрируем погружным блендером. Еще больше разных рецептов супов смотрите у меня на канале по ссылке на экране или внизу под видео в описании. Кастрюлю опять ставим на огонь. В пюре кладем подготовленные грибы. Сюда же наливаем 150 мл сливок жирностью 10%. Все солим примерно половиной столовой ложки соли. Кладем лавровый лист и насыпаем пол чайной ложки молотой сладкой паприки и щепотку молотого мускатного ореха и черный молотый перец по вкусу. Все перемешиваем. Суп доводим до кипения и кипятим на маленьком огне еще 1-2 минуты. Готовый суп снимаем с огня. При подаче суп посыпаем зеленью, я посыпала зеленым луком. Суп можно подавать с хлебом или сухариками. Грибной суп-пюре получился очень вкусным и ароматным. Приготовить его не составит особого труда. Обязательно приготовьте такой суп, порадуйте своих родных и близких. Если вам понравился рецепт такого супа, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео, они выходят каждый день. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.